Привет, друзья, и всем, кто заглянул на мой канал. В этом видео запекаю мясо. Готовлю таким способом не первый раз, поэтому с уверенностью делюсь. Сверху получается такая пикантная румяная корочка из специй, а внутри такое мясо получается очень такое влажное, сочное. Вот посмотрите, какое оно внутри. Видно, что оно не сухое, без таких сухих прожилок. После нарезки, вот видите, даже влага на доске остается от этого куска мяса. А самое главное, минимум манипуляций с нашей стороны и всегда отличный результат после запекания. Так что давайте готовить. Вот тут у меня 2 куска мяса весом килограмм ровно. В данном случае у меня лопатка подходит, окорок, кроме филейной части, конечно, потому что будет сухое мясо в любом случае. И буду использовать набор специй. Из расчета вот на 1 килограмм мяса у меня 2 куска, поэтому буду мариновать оба куска вместе. По 1 столовой ложке сванской соли. На канале есть видео, оставлю подсказки, ссылки, как я ее готовила. Соль с добавлением чеснока и свой набор специй. Если нету такой соли, тогда из расчета на 1 килограмм мяса это полная с горкой чайная ложка соли. И добавляйте свои специи по своему вкусу. Ну и, конечно же, 1-2 зубчика чеснока. Сюда же к сванской соли я добавила 5-6 столовых ложек растительного масла рафинированного. Обязательно, чтобы оно не горчило. И теперь за счет того, для того, чтобы получилось вот на куске мяса, вы видели, такая корочка из специй, я в ступку буду добавлять горошком кориандр. И буду измельчать его в ступке, но не превращать в пыль, а в такую довольно крупную крошку. Да, еще насчет соли. Главное добавить соли лучше меньшее количество, поэтому из расчета на килограмм где-то полная с горкой чайная ложка. Если соли будет больше, мясо тоже есть риск, что мясо получится в итоге более сухим, так как соль вытягивает влагу из мяса. Вот получилась такая крупная крошка, отправляю ее сюда к соли и добавляю перец горошком. У меня тут смесь душистого и черного обычного. Душистого мне перца так много не надо, поэтому я его отбираю. Вот так измельчаю. Не переживайте, острым сверху это мясо не будет. Кусок довольно большой, и остроту вот эту он отдаст мясу. После запекания тоже острым оно не будет. Вот такая тоже довольно крупная крошка. И чайную ложку паприки. Паприка у меня домашняя, острая. Вот такие хлопья паприки, больше. Получается такая, видите, немного суховатая масса, поэтому надо добавить растительного масла такое количество, чтобы эта смесь напоминала как бы такую кашицу. Вот видите, вот такую, которая будет легко смазывать мясо. Расстилаю фольгу, отправляю кусок мяса и распределяю вот эти все специи по всему мясу. С одной стороны, с другой стороны. Очень получается сочное, ароматное за счет того, что оно будет и мариноваться в этой фольге, и выпекаться. Оно ни капельки не потеряет влаги, будет сочное, все соки останутся внутри. Хорошо втираем со всех сторон и укутываем фольгой. Так довольно плотненько. С одной стороны, и потом еще раз я обверну, так чтобы довольно-таки герметично упаковать вот этот кусок.
Мариную, если нету времени, тогда 3 часа при комнатной температуре. Если есть время, тогда сутки или двое в холодильнике. Точно так же и другой кусок мяса на фольгу распределила и укутала фольгой со всех сторон. Очень удобно, что мясо и маринуется в этой фольге, не теряет соки ни при выпекании, ни при мариновке. Выпекать я буду в духовке при температуре 180 градусов в режиме конвекции. Из расчета на 1 килограмм мяса мясо должно провести ровно час в духовке. Если его передержать, то тогда оно тоже есть риск, что мясо получится сухим. В конце выпекания за 10-15 минут раскрываю фольгу просто для того, чтобы образовалась такая небольшая румяная корочка. Посмотрите, какое оно красивое, румяное. Все соки остались внутри, сочные, и сверху вот эта пикантная такая корочка из специй. Сейчас мы его разрежем и посмотрим. Хорошо разрезается. Видно, что мясо не сухое, оно не побелело внутри. Вот при нажатии выделяется сок, очень хорошо видно на камеру. Видите? Оно такое сочное внутри. Сверху ароматная корочка из кориандра и черного перчика. Прекрасно такое мясо будет смотреться на любом праздничном столе. Очень сочные, вкусные, такое влажноватое на ощупь. Друзья, обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока и всем до новых встреч. С вами была Виктория. Не забывайте подписываться на мой канал, кто не подписался, оставлять свои комментарии, лайки. Пока-пока.